Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир Модели, меня зовут Павел. Мы вас опять же посвящаем в новинки, пришедшие в наши магазины. И вот так получилось, что на нас напали пантеры в большом количестве. Вот пришли к нам от компании Tacom. Вот мы рассматривать будем сегодня вот такую вот машину. Вот такое вот у нас сегодня пантерное танковое безобразие. Вот, пришли к нам вот такие замечательные наборы. Потрясает, конечно, своей огромной коробкой и огромным количеством деталей, которые находятся внутри. Мы тогда, с вашего позволения, вот эти две коробочки мы сейчас просто уберем. Вот эти вот такую коробочку и вот такую вот. А в одну из коробочек мы заглянем. Вот, средних и ранних выпусков. СДКФЗ 171, это у нас Пантера. Пантера у нас многие компании выпускают. Выпускает Звезда, выпускает ICM, выпускает Dragon, выпускает фирма Tamiya. Ну, все модельные фирмы отметились выпуском этой знаменитой бронированной машины, этого танка. Вот, и вот теперь вот компания Tacom. Ну, заглянем в коробку. Вот такое вот интересное оформление. Эта коробочка у нас ставится нетрадиционно, а вот так вот на попа, как говорится. Ну, просто белое изображение. Вот здесь вот коробка показывает, что здесь находится не только Пантера, а с полным интерьером. Вот. Здесь большое количество литники, которые находятся внутри. Ну, заглянем внутрь. Действительно, коробка довольно-таки ощутимая. И там вот такое огроменное количество различных деталей. Открыли мы коробочку. Еще раз вот сюда заглянули. Вот это все у нас, точное количество деталей я не скажу, но вы можете потом с удовольствием их посчитать. Ну вот начнем мы с того, что это у нас опорные катки 2-литника. В чем такая интересная мулька, я не часто заглядываю в бронетанковые коробки, поскольку сам авиатор. Ну тут видите, вот так вот манерно выфрезеровано, что это литник с буквой В. Поэтому вот так вот, понятно? Tacom. Здесь у нас два литника идут, они одинаковые. Это у нас ведущее колесо. И я так понимаю, что это торсионы. Да, торсион. Большое количество мельчайших деталей. Все это великолепно пролито. Ну, единственное, что, конечно, некоторые детали настолько мелкие, что нужно очень аккуратно их отделять, чтобы не повредить структуру самой детали. Вот идет у нас здесь. Ну, я, конечно, не танкист, но могу сказать одно, что это что-то связанное с трансмиссией, потому что вот здесь карданные валы. А мы знаем, что моторное отделение находилось у Пантеры сзади, а трансмиссионное спереди. И все вот эти валы шли поперек танка, шли в полу. Элементы двигателя, это, я так понимаю, это что-то типа вентилятора, ну, наверное, что-то типа системы охлаждения. Трубопроводы, это у нас экраны, это у нас то место, которое над механиком-водителем. Крышка моторно-трансмиссионного отделения и вот эти вот знаменитые вот эти вот такой характерной формы именно вентилятора, я так понимаю, что нагнетатели воздуха. Это у нас боеукладка. Это 75-миллиметровые снаряды. Вот здесь у нас элементы задняя бронеплита. Ну, естественно, корпус расчленен для того, чтобы можно было вот так, я понимаю, что соединить торсионом, и кормовые ящики, кормовые ящички, и также передние крылья, то что тоже бронировка выхлопов задних, люки, крышки люков. Ну, вот здесь у нас идет командирская башенка, это у нас основание башни. Это у нас вот эти вот самые наблюдательные приборы. Также я так понимаю, что это орудия, различные приборы, лючки, силовые агрегаты. Все аккуратно, четко пролито, но просто я говорю, что очень многие детали мелкие, поэтому очень аккуратно надо будет это отделять. Но традиционно для такого уже не раз встречался, что если взять вот, посмотреть на литник внимательно, что обычно у всех литники круглые.
а здесь они у них имеют прямоугольную форму. Ну, вот, может быть, так проще. Ковши, элементы шансового инструмента, которые находятся на броне. Ну, это, я так понимаю, броневые крышки главных редукторов, которые непосредственно идут на ведущее колесо. Это у нас и кормовая. Это у нас, я так понимаю, что вот это у нас лобовая часть. Здесь шаровая установка. Или наоборот, вот так, наверное. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Ну, я еще раз говорю, что надо смотреть все это по инструкции. Это у нас днище. Я так понимаю, что некоторых деталей здесь, поскольку несколько модификаций объединены в одну, тут есть различные системы выхлопа, они есть и такие, и такие. Я думаю, что нужно уже просто, опять же, сверяться с фотографиями реальных прототипов, для того, чтобы уже более точно выбрать непосредственно ту машину, которую вы хотите копировать. Ну, это элементы двигателя, различные трубопровода, головки цилиндров. Вот у нас, значит, элементы орудия, 3 различных маски с различными наплывами, усилительным приливом здесь. Поэтому еще раз говорю, что нужно брать за основу, конечно, фотографию. Но хотел бы сказать, что дуло, именно ствол орудия отлит целиком, не из 2 половин, как эти компании очень многие любят делать. А дульник вот здесь вот он отдельно. Ну, многие, конечно, захотят иметь металлический ствол. Это, конечно же, не возбраняется. Ну вот. Ну и также непосредственно пулеметы тоже даны здесь, но не с высверленными отверстиями. Но я думаю, что в таком масштабе все это будет довольно-таки несложно сделать. Тоже различные детали, не могу точно сказать какие. То есть, ну, элементы, наверное, где-то вытаскиваю, это будет... Ну, я так понимаю, что это боеукладка. Она вертикальная, горизонтальная, вдоль бортов была. Это ящики, скорее всего, это все относится именно к боеукладке, потому что часть, я уже показывал, снаряды отдельно. Часть снарядов будет именно, вот я так понимаю, вот в этих ящиках. Ящики будут закрыты такими крышками, из отверстий будут торчать головные части непосредственно самих снарядов. Вот, подошли мы к тому же, уже многие задают вопрос, уже целых 5 минут я рассказываю, если не 10. А как же гусеница? А как же гусеница? Вот они, гусеницы. Гусеница сделана вот таким вот образом. Это у нас отдельные сегменты. Что-то похожее делает компания «Звезда». То есть нижний сегмент, верхние и по отдельности те непосредственно, которые будут идти вокруг ленивца и ведущего колеса. Но сразу уже сейчас многие огорченно вздохнут. Придется вот сюда людям поприклеивать аккуратно, выдохнув в каждый трак. Я так понимаю, что нужно вклеить будет 2 таких вот, я не понимаю, как они, гребешки называются, наверное, так. Так что гусеницы у них сделаны так называемыми сегментами. Специально положил, чтобы нет. Вот, осталось у нас вот такой вот. Это непосредственно башня. Здесь у нас вот так вот идет лобовая часть. Там была еще одна часть лобовая, но это надо смотреть уже по инструкции здесь. И это вот, я так понимаю, что кондуктор, с помощью которого, я так понимаю, что можно будет собрать, наверное, гусеницы, скорее всего. Но сейчас мы заглянем в инструкцию бегло, я ее изучать не буду. Ну, кондуктор, да. То есть так сюда ставится ленивец, сюда ведущее колесо. Вот, и я думаю, что можно будет приклеить гусеницы, потом уже их аккуратно установить, уже окрасить их, уже установить уже на готовую модель. Вот, осталось у нас совсем немного. Здесь мы встречаем вот такой небольшой листочек фототравления. И вот такой вот это у нас гофра, буксирный трос. Они даны вот такими отдельными элементами. Ну, могу сказать, что очень гибкий тросик. В конце обычно мы это делаем сначала, но вот так вот мы, вот такая вот, я бы не сказал, что инструкция, а прямо целая книжица. Вот, где уже можно посмотреть порядок сборки. Да, вот непосредственно кондуктор.
То, что вот мы сейчас смотрели с помощью него, я так понял, что выставляется в одном положении, ну, я так понял, что фиксируется. Тут и непосредственно как вся эта боекладка, внутреннее отделение, убранство. Я тут немножко даже, если честно, пролистываю по несколько листов, ну уж все это великолепно. Конечно, эта модель не на неделю, делать его придется довольно-таки серьезно. Но вот здесь вот, как всегда, в конце это схема окраски. И вот здесь вот для выбранных вариантов идет вот такие вот у нас идут бортовые номера. Ну, естественно, что можно найти все это в сети, потому что бортовые номера реальные, как правило, они делались по реальным фотографиям. Поэтому, естественно, нужно найти просто данные Пантеру, надо найти в сети и аккуратно постараться изобразить то, что есть на фотографии. Ну, естественно, в меру сил, которыми, модельных сил, умений и навыков, которыми вы владеете. Ну, самое главное, что основной постулат сборки такой модели называется, на мой взгляд, это не торопясь. Потому что многие собирают бронетанковую технику. В свое время компания ФВ выпускала интерьерные Т-34, Т-34-76, Т-34-85. Но у них там были стеклянные прозрачные корпуса. Здесь корпус непрозрачный, поэтому, в принципе, увидеть великолепие всего и данных вот наборов, ну, будет очень сложно. Не знаю, как моделисты будут выходить из этого положения, потому что можно склеить, допустим, томиевскую Пантеру и сказать, там все есть. Ты же не будешь открывать. Ну, понятно, что можно снять башню и посмотреть, если там это все внутри. Ну, есть интерес определенных моделистов к машинам с интерьером. Делает компания Mini-Art, выпускает Су-122. Например, они выпускают его с интерьером и без интерьера. Ну и надеемся также, что компания Таком затем выпустит более упрощенную версию данного набора. Это будет та же Пантера абсолютно, но только без интерьера. Надеемся, что она будет стоить дешевле, надеемся, что она будет геометрически правильная. Это будет конкурент прежде всего компании Dragon, я считаю, цены на которые довольно-таки завышены. И можно будет лучше взять либо томиевскую Пантеру, и я думаю, наверное, в эти же деньги будет стоить и вот такомская Пантера без интерьера. Ну, это мои, так сказать, желания. Ну, посмотрим, как фирма Таком отнесется к данной продукции своей. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы сделали обзор на такую интересную продукцию, как компания Таком выпустила линейку Пантер. Я думаю, что это будет большая радость для любителей, тех, очень многие собирают технику с Восточного фронта, естественно, противоборство Т-34 против Пантер и так далее. Модель интересная, но очень много деталей. Но это, как говорится, на любителя. Но поскольку компания выпускает такую модель, значит, такие любители есть. Я думаю, не зря. Вот, мы же от компании Мир Моделей желаем вам, чтобы вы приходили в наши магазины, покупали данные модели и раскрашивали их, собирали и устанавливали их на свои полки, тем самым расширяя и приумножая свою коллекцию. С вами был Мир Моделей. Меня зовут Павел. До новых встреч!